Перед вами архитектурные экспонаты. Олимпийский стадион в Токио, концертный зал Бетховена в Германии и филармония в Екатеринбурге. Их объединяет две вещи. Они были сделаны Захой Хадид, и ни один из них так и не был построен. Сейчас вы узнаете, кто такая Заха Хадид, как связаны ее дизайн и кроссовки Adidas Yeezy от Kanye West, почему ее критикуют во всем мире и как выглядит ее архитектура и интерьеры в реальности. Но для начала одна небольшая история. Я давно хотел сделать классический диван. А вы себе, наверное, представили такой классический диван на ножках с вензелями, там вот это все. Нет, немножко не так. Классический диван — это диван, у которого мягкая часть, вот эта вот сидушка, она лежит как подушка на основании. Это и есть диван в классическом стиле. Вот такой вот, который сотни лет проектируют, но разные в разных эпохах. И это оказалось очень сложной задачей. Я думал, что месяца 4 мы будем его проектировать и сделаем, но проектировали в итоге 12 месяцев. Это оказалось очень сложно. Сделать такой диван, чтобы он держал форму, чтобы он всегда был красивым, чтобы через 2 недели не развалился, как вот эти вот все диваны, которые я вам показывал. Чтобы все было прекрасно, чтобы вот этот вот подлокотник всегда был ровненьким и шов никуда не уходил. Этот новенький диван называется Бока Соха, и он доступен в наших шоурумах в Москве и в Санкт-Петербурге. Приходите в гости, сидите, смотрите, заказывайте. Все ссылочки я оставлю в описании. А теперь вернемся обратно к Захе. В 1950 году в иракском городе Багдаде рождается маленькая девочка Заха. 22 года она живет и учится на Ближнем Востоке, а затем в 1972 году переезжает в Лондон учиться архитектуре. На стиль Захи оказывает влияние русский авангард, в особенности Казимир Малевич. Свою дипломную работу она назвала «Тектоник Малевича» – проект жилого моста на Темзе. После окончания обучения Заха немного работает в бюро у своего преподавателя, а пару лет спустя, в 1980 году, она уже открывает свое бюро – Заха Хадид Architects. И здесь начинаются проблемы. Тяжелый характер, упрямство и свой такой взгляд на архитектуру Захи отталкивает заказчиков, и многие проекты так и остаются только на бумаге. За их архитектор получает награды в престижных конкурсах, ее публикуют в журналах, но даже это не помогает воплотить что-либо в жизнь. И только спустя 14 лет после открытия бюро Захи Хадид в 1994 году был реализован ее первый проект – здание пожарной части для производителя мебели Витра в немецком городе Вильбельда. С этого момента в бюро Захи Хадид начинают поступать заказы. Помимо архитектуры, она создает уникальную мебель, украшения и даже обувь, внешний вид которой прослеживается и в дизайне Adidas Yeezy Kanye West. Вот, например, это яхта от Захи Хадид, а это Yeezy Foam Runner. Можете написать в комментариях, похожи ли они. Среди известных реализованных построек Захи Хадид вот есть культурный центр Гейдара Алиева в Баку, вы по-любому его видели. Центральное здание завода BMW в Лейпциге, особняк Доронина, кстати, который он строил для Наоми Кэмпбелл аж целых 10 лет. И еще огромное количество проектов по всему миру. Однако были среди них и те, что по разным причинам так и не построились, большинство. В основном из-за высокой стоимости реализации и протестов жителей, где планировалось строительство. Не все хотели видеть в окошке Заху. И вот в 2007 году Заха Хадид лично принимает участие в проектировании грандиозного проекта в Дубае The Opus Tower. Стеклянный куб с пустотой, вот такой дыркой в центре, высотой 100 метров. А расположенная в районе Бурдж-Халиф, там недалеко, прям с видом на Бурдж-Халифа. Он стал первым и единственным апарт-отелем, в котором она создала не только архитектуру, но и интерьеры. Opus Tower начали строить еще в 2010 году, но 31 марта 2016 года в возрасте 65 лет известная женщина-архитектор умирает. Окончание стройки своего проекта она так и не увидела. А в 2020 году заканчивается строительство Opus Tower, и сейчас мы можем посмотреть лично, как было реализовано последнее творение и наследие Захи Хадид.
У нас за спиной одно из самых красивых лобби в Дубае, и это первый проект Захи Хадид в этом городе, в районе Бизнес-Бэй. Но мне, как дизайнеру, очень интересно посмотреть, что они там напридумывали в бюро Захи Хадид в этом интерьере, поэтому срочно бежим уже смотреть, что там. Здравствуйте. Блин, Это вы Заха Хадид? Ты долго спускался. Искупаться решил здесь. Хочу сделать тебе комплимент сразу. Ты максимально естественно выглядишь в очках белых, в белом наушнике. Спасибо за комплимент. Мы находимся в апартаменте 250 метров. Это шоурум, опус и всю отделку. И Сделали здесь в бюро Захи Хадид. Захи Хадид у нас уже с нами нет, поэтому все сделало здесь бюро Захи Хадид. Я очень ждал, что здесь будет вот этот вот остров от Захи Хадид. Заха делала остров как-то для Бофи, там такой крутой, всякий футуристичный был остров. И вот, если честно, я расстроился, что нету такого острова. Ты же говорил, что у них провалились продажи, как и все, в принципе. Но это чуть попозже, давай хоть немножко похвалим. Ну да, Заха очень много кто пытался сделать какой-то коллаб, но у нее все продажи проваливаются. Что остров у Бофи никто не покупал, что порцеланосу. Посмотрите, вот кухня у нас, да, сделана. Кстати, здесь газ почти обожают. Да, да, они вот любят газ. У них, видимо, много газа, и они не парят. Наверное, это один из немногих проектов в Дубае, где ты квартиру получаешь уже с мебелью. Не только с отделкой, это золотой стандарт уже, но и с мебелью, со всем декором и так далее. Это редко где такое встретишь. Да, пойдем посмотрим по мебели, да, вот у нас мебель стоит. Вот это у нас кресло от Polyform. Выглядит как кресло от Polyform. Да, выглядит как кресло от Polyform, но вот мы видим тут по этим неровным стяжечкам, что это кресло не от Polyform. Странная на самом деле мебель, если честно, вот странный выбор мебели. Выглядит вот эта мебель, не все, знаю. как все, что делает Заха. Довольно-таки экстравагантно. Ну вот этот диван, мне кажется, он вот из 90-х приехал. То, что кожа такая просто чуть-чуть пластинится. Да, вот и сам диван тоже сделан плохо очень. Ну вот не знаю, диваны можно было и не так экономить на диванах, что-то сэкономили. Очень странно, что здесь только одно окно, да, влезло, очень маленькое, и вот на все это огромное помещение здесь есть вот этот маленький кусочек окна. При том, что он бы мог стать еще меньше, если бы вот эту стену не сделали стеклянной. Вот видите, это стеклянная стена в сторону спальни. Если бы они продлили ее, то еще меньше окон было бы. Но они, видишь, профессионалы, поэтому не стали продлевать. Конечно, да. Это у нас тоже столовая зона. Мы так и не нашли, как включить вот этот светильник. Здесь вообще очень интересно сделанные выключатели. Ты вот один включаешь, нажимаешь другой, выключается предыдущий. И вот нельзя два включить. Закрываешь шторы, если что. Ой, обратно. Понятно. Ну вот, наконец-то мы дошли до чего-то, что похоже на Заху Хадид. Огромная кровать. Ну, кстати, классно, что у нее нет углов, и ты не можешь пальцем задеть вообще никак. А здесь, как бы ты ни старался, ты не можешь удариться, задеть, если у тебя маленький ребенок, то это вообще кайфово. Ну, коленкой можно удариться. Ну, блин, не видишь уже заранее. Вот мы у себя дома клеили, поскольку Богдан бегает, мы клеили на все углы такие специальные штуки. Вы делаете такие? Да, конечно. Ну, вот. А здесь, видишь, не надо, это хорошо. Покупаешь прекрасно. квартиру за $1 200 000, а это стоит one bedroom, и где-то 300 будет стоить вот такая же большая квартира, и тебе не надо клеить уголки пластиковые. Здесь все идеально для того, чтобы он бегал. Ого! Здесь многофункциональная, конечно. Знаешь, такая кровать из этих вот картинок. В 90-х рисовали картинки про будущее. А вот тячки, так, кстати, очень подходят, мне кажется, сейчас под этот стиль. да, про супер будущее. We have best conditions for our future workers. А ты вот смотри, ляг на кровать. Смотри, вот ты лежишь на кровати и хочешь выключить. Пожалуйста, легко все решишь. Я все это делаю вообще уже интуитивно. Ну, вопросов нет. Привык к роскоши, к богатству, к всей этой современной технике. Да, вот здесь тоже непонятно. Вот это вот включаешь, где-то что-то опять выключается, другую нажимаешь, все, выключилось, все. Я вот пытаюсь включить свет, но... Написано все. Bathroom. Да, да. Но я хочу одновременно bathroom и гардероб. Очень-очень affordable. Вот тут наконец-то все от Захи Хадид, реально. Это коллаб с Порцеланосой и Захой Хадид. Они там несколько лет назад сделали вот такие вот наборы в ванну. Это такие, видите, перетекающие. Мне парикмахерскую напоминает, ты немножко знаешь? Ну что вот как будто бы, когда ты приходишь в какой-нибудь салон, Наталья,
У тебя там примерно... Да, ладно, шучу. Ну, не Наталья, но я согласен, это вот попахивает тоже 2000-ми и типа представлением будущего из 2000-х, вот как-то это. Вот это у нас, видите, это такие смесители в виде дельфинчика. Я общался с порционосой, они сказали, что продали там что-то не больше 20 комплектов. Все сюда. Все, видимо, сюда, да. Но говорили, что один вроде комплект уехал в Москву, поэтому... Знаешь, куда он уехал? Я знаю, куда он уехал. Куда? Доронин построил же себе дом в Барвихе Хиллз, да. Захи Да, Хадид. да, да, И я да. видел, что именно он там стоял. Вот, видимо, один, да, туда уехал. Ну, всего 20, короче, комплектов они продали и закрыли вообще эту историю, потому что очень мало продается, и это очень дорого содержать. Маленькие объемы дорого содержать, поэтому эту коллекцию тоже закрыли, больше не производят. Это какие-то остатки вот распродают. Унитаз отдельная история. Он на рыбку похож, если сверху смотреть. Да, То есть там дельфинчик, рыбка, это такая ну, это же у них морская тематика. Да, они же это витая, это у них вода, типа переливающаяся вода. И вот это, кстати, тоже, да, похоже на голову рыбы с глазом. Ты на глазик нажимаешь ей. Оп. Вот мне больше всего зашла вот эта вот огромная душевая лейка. Она на ската похожа. Ну да. Я буду искать везде теперь. Смотрите, как красиво выглядит. Здоровая какая. Это, конечно, максимальная вкусовщина. И, ну, по мне, так это слишком много дизайна, да, вот в этих всех предметах. Они слишком много, ну, заставляют весь остальной интерьер играть под эти вот предметы мебели. Не знаю, насколько это круто. Кому-то, видимо, нравится. Все красивое и fit его amazing. Ну что, пойдем дальше? Пойдем, да. Блин, света нет, сразу темно стало. Ну идем во вторую спальню. Залетаем. Было бы классно, если бы мы зашли, а здесь тусят наши операторы съемочной группы. Такие, о, как здесь хорошо. Здесь вид, кстати, получше. Тут уже хотя бы не смотришь на это другое здание. Здесь, видите, как запроектировано само здание. Это у нас такое отверстие. Вот так вот идет. И, естественно, окна, вот эти апартаменты смотрят друг на друга. Вот на эти апартаменты. И здесь только вид вот на парковку, на прекрасную. Выглядит, конечно, максимально лухари. Ну, это называется не вид на парковку, так уж. Вид на небольшой парк с видом на бизнес-бэй. Не, ну в целом можно назвать, что это вид на Бурдж-Халифа. Вон, видите, вот там видно Бурдж-Халифа. Вот, в целом, да, вид Бурдж-Халифа. Здесь в целом-то то же самое все, да, у нас там такая же кровать, похожая на что-то Захи Хадид, такие же кресла. Здесь, кстати, второй вход в квартиру. Их всего здесь 3. Один через вот эту дверь главную, это для хозяев. Второй через такую хозяйственную кладовую, постирочную. В общем, там что-то еще для повара, для няни, для домработницы. Там небольшая комнатка такая. И третий вход вот здесь, получается, для любовницы, да? Когда из спальни напрямую. Или любовника. Здесь, кстати, тоже большой такой вот гардероб. Реально большая спальня. Если вы видели в Дубае десятки квартир, ну, разных проектов, то, конечно, это в целом выглядит достойно по сравнению с другой отделкой, которую делают в базе арабы. Мне кажется, что эта вот квартира реально нормальная с точки зрения Дубая. То есть в Дубае это хорошая квартира с неплохой отделкой, там, с мебелью уже готовой, ты покупаешь и живешь. У меня такой диссонанс просто появляется, да, знаешь, такой. Хотелось увидеть более крутой интерьер. Но в целом, типа, если не думать, что это Заха Хадид, это классный интерьер и классное предложение там в том же Дубае. Даже Олег, смотрите, паник, он обычно бодрый весь. Хочу немного слов сказать в защиту бюро Захи. Я посмотрел в интернете, там есть картинки, как бюро проектировало эти интерьеры, и они немножко отличаются, да, от того, что в реальности получилось. Так происходит, потому что никому не нужно реализовывать настолько сложные интерьеры. Вот эти все неровные стены, вот эти перетекания, это все очень сложно и очень дорого. Реально стройка будет 10 лет идти. Поэтому никто не хочет это делать. Да и в Дубае кто это будет вообще делать? Такие интерьеры круто делать в ресторанах, в фойе и так далее, где будет много людей ходить и этим пользоваться. Но для одного человека, для одной семьи, одной квартиры это в целом очень нерентабельно. Поэтому застройщик решил упростить интерьеры и сделать сильно-сильно дешевле. В общем, интерьер получился очень неоднозначным, и я от вас жду в комментариях. Расскажите, как вам понравилось, не понравилось, и что вы вообще об этом думаете. Ну и все, пока-пока.